Ребята, всем привет! Следующий день. Превращение бэшки. Сегодня нас, ну, по крайней мере, точно ожидает малярка. Не думал я, что до этого дела дойдет. Но что-то по-другому не могу я как-то, ребят. Заклеил бэшку. Сейчас буду красить. Нанесу базу. База у меня точно такая же, как и здесь. Цвет полностью подходящий. Ну а потом покрою лаком. Ну вот так пойдет. Ну вот так, ребят. Вообще огонь. Надо было всю бэху покрасить целиком. Теперь бэшка как новенькая. Вообще класс. Все, на такой уже не стыдно и выезжать, куда бы то ни было. Да, есть, конечно, шероховатости, маленькие коцки, так сказать, лакокрасочного покрытия. Но уже в глаза не бросается. Багажник поставлю, все поставлю, будет огонь вообще. Теперь, ребят, перебазируемся в подвальчик и продолжаем делать приборку. Сделал уже фанеру такую. Даже уже красанул ее. Черненькая, красивая. Изначально я хотел сделать сюда с листа алюминия еще обрамление. Вот сейчас думаю, делать, не делать. Ну, по крайней мере, лист вырежу. У меня просто мягкий алюминий. Его как бы трудно обрабатывать, трудно делать пропилы технологические. Потому что он мягкий. Ну, а пока выпилю основу. Уже очерчено. Попутно вырезал листик под бачок. Все это как-то у меня так, ребят, одновременно получается делается. Поэтому не буду я отдельную серию про бачок снимать. Бачок будет вот такой высоты. Вот, сейчас согнем алюминьку. Этот я не показывал, как гнул. А этот покажу. Делается с двух половин из-за того, что в вальце только такой габарит заходит. Шире нельзя. А бачок хочется сделать повыше. Ну вот как это происходит, ребят. Загоняю лист, вот и все. Моторчик напрягся, но мы добавляем немножко мощности. И поехали. Вот видно, как пошел процесс. Здесь расширилась щель. Вот. Получается, согнется за один проход. Вот и все. Немножко криво пошло, поэтому и согнулось тоже кривовастенько. Это легко выправляется. Вот так, например. Раз. И все. Все ровненько. Один цилиндр уже сварил. Крутил, вертел второй. Но он тут не очень подходит. То есть хотел отпилить лишнее. Но похоже придется сначала поприхватывать, чтобы диаметры совпали. А потом уже лишнее отрезать и заварить все. Понеслась прихватка. Вот они прихваточки, ребят. Здесь щель большая получилась. Ну, как-то для меня это уже не проблема такое заваривать. В общем-то так. Сейчас выпилю лишнее. И можно будет обварить этот цилиндр полностью. И здесь, и по кругу. Все герметично.
практически гарантированно. Когда варишь алюминий, видно, как получается. Но только если трещина не образовалась. В общем, бачочек довольно-таки большой получился под масло. Ну, масло будет здесь где-то половина залита. Остальная половина будет использоваться под отделение масла. Я так понимаю, еще чуть-чуть и можно будет уже баки на ракеты варить. Вырезал уже стеклышко, ребят. Оно такое страшненькое, проваливается. Но я его буду клепать. Надеюсь, все крепко станет, будет нормально держаться. Может быть, даже что-то усилю. Страшненькое оно ненадолго. Нужно будет пленки оторвать. И под низом оно новое. Теперь насчет карбона, ребят. Пишут часто: сделай багажник из карбона. Сделай панель из карбона под приборы. Сделай капот из карбона. Да, ребята, я знаю, что вы видели, что у меня есть карбон. Ну, вы просто не понимаете, о чем говорите. Зачем сюда использовать карбон? Вот вы хоть один плюс, кроме сброса там 10 килограмм веса, можете назвать? Во-первых, вам ждать придется, ну, еще плюс 2 месяца. Если я заморочусь на багажник, на двери, на капот. Ну, на все не хватит карбона, ребят. Вы, наверное, подумали, что там этого карбона тонны, что ли. Он довольно-таки быстро улетает. Он на какой-нибудь большой самолет, его хватит. Модель самолета. Может быть, даже на полкрыла настоящего самолета того карбона хватит. Ну, либо вот на бэху, на вот эту ржавенькую с дырами бэху перепортить весь карбон, который стоит, скорее всего, дороже, чем вся эта бэха вместе с реактивным двигателем. Мне кажется, это неправильное и нерациональное использование будет таких высококачественных материалов. Поэтому сделаем все, как я задумал. Все будет железное. Ну, по максимуму я облегчаю. Кстати, зачем я это делаю? Опять же, многие недоумевают. Думают, да что он там это все облегчает? Лишние 5 килограмм. Ребят, ну, возможно, эта бэха и дальше пойдет по проектам. И лучше сразу все сделать, облегчить. И в будущем она уже будет, так сказать, легкая. Не надо будет этим заниматься. Может, я еще какой-то другой двигатель захочу поставить в этот кузов. И так далее. Кстати, можно вот заморочиться, сделать кресло для нее легкое, хорошее. Потому что тоже кресло можно будет в других проектах использовать. И оно будет не одноразовое. Можно его будет снимать, ставить. Вот кресло можно сразу заморочиться и сделать очень и очень качественно, легкое, прочное. Такое, как и должно быть. Кстати, кому не трудно, ребят, сбросьте ссылки, если есть недорогие, на пятиточечные ремни. Мне бы как бы в будущем хотелось бы приобрести эту вещь. Что если есть такая возможность, знаете, где купить, сбросьте ссылочку. Ну а мы идем дальше. Выточил штуцерок. Здесь трубка глухая и отверстия. Отверстия служат фильтром. Получается фильтр с отверстиями на 1000 микрон. Это будет нижний заборник масла. Вот. Сейчас просверлим отверстие и можно будет приваривать. Патрубок сброса масла будет сделан немножко по-другому. Хочу сделать его под углом. То есть завести его вот так. И чтобы он по стенкам отбивал, как центрифуга, жидкость. В общем-то и вся конструкция. Все должно быть довольно-таки просто. Пришлось лишнее отпилить, великоват бачок. И, кстати, ребят, можно посмотреть качество сварного шва. Вот видите, распилено. Обалдеть. Все проварено. Вообще отлично. Так. Теперь гаражу вот такую вещь. Это будет отбойничек. Центробежный. Вот. Ну, в общем... Я его уже окончательно перед сваркой туда затолкаю, а пока нужно сделать перегородку, потому что вот это дело будет создавать вращение с дикой скоростью и может начать вращаться все масло, что не очень хорошо. Поэтому сделаю здесь перегородочку. Я даже не знаю, так ее лучше сделать или так, чтобы предотвратить это вращение. Почти все элементы бачка уже готовы. Поставил датчик, ребят, который будет сигнализировать о низком уровне масла. Ну, то есть вот это
уже будет низкий уровень масла. Ну, а нормальный где-то по верхушку, наверное. Ну, может, еще немножко выше, там посмотрим. В общем, перегородочка устанавливается вот так. Мне ее нужно будет приварить. Там внизу датчик. Датчик нужно выводить, естественно, проводки. То есть сделать тоже какой-то элегантный выход. Сверху будет накрываться вот этой крышкой. Она будет как бы тоже внутри. Но она будет выше, чем штуцер. Штуцер будет разгонять по кругу масло, которое выходит из турбины. Но вот эта перегородка, она не будет давать раскручиваться именно в этом месте. Здесь будет раскручиваться, где воздушная среда. Ну, а там все будет отделяться. И лишний воздух будет стравливаться через это отверстие. Здесь еще сверху будет донышко, естественно, горловина, дренажное отверстие и выход проводов. Все, рассказал, теперь можно сваривать. Да, кстати, чтобы масло перетекало, здесь есть проходы. Также еще по краям есть щель, там тоже будет перетекать масло с одной полости в другую. Как сделать круглое отверстие? Способ номер 2. По заднему поликарбонатному стеклу. Новости такие. Приклепал один ряд. Шаг клепки где-то 3 сантиметра. Сразу ободрал пленки по краям, потому что потом это будет сделать проблематично, они будут рваться. Ну а в целом пленки сверху и снизу оставил. Мало ли, может еще мыть машину надо будет, еще много чего делать. Ну, в общем, не хочется загрязнять раньше времени. Но стеклышко уже, можно сказать, стоит на своем родном месте. Здесь вот в углах прихвачено. Останется все просверлить. Это дело идет уже довольно-таки быстро. Осталось лишь на сегодня заварить бачок. Сделал крышку уже. Здесь горловина заливная. Ну, а здесь дополнительный маслоотделитель. Такой вот стаканчик. Вход вот сюда и по бокам. И внутри металлическая сетка кухонная расположена. То есть это какая-то бронзовая или латунная. В общем, она будет дополнительно отделять масло. Все, друзья, свариваю воедино конструкцию. Бачок будет полностью готов. Вот, надо найти положение, в котором я его вырезал, самое лучшее, и заварить. Матерый маслобак получился. Мало того, что это будет маслобак, он же будет еще и работать совместно с маслоотделителем. Маслоотделитель в верхней части получается. Эта вещь пойдет еще на другие проекты. То есть, когда что-то где-то когда-то нужно будет делать с ТРД, маслобак уже будет, и его не нужно будет варить. В общем-то, у меня на этом все, ребят. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.